Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и жутком послании для России в реверсе в новом клипе шамана «Вороны мои». 10 ноября 2022 года состоялась премьера клипа Ярослава Дронова, известного под псевдонимом «Шаман», на песню «Вороны мои». Ролик сразу же попал в тренды Ютуба и всего за 3 дня набрал более 1,5 миллиона просмотров. Поклонники восприняли новое творение артиста как очередную патриотическую песню. По факту же мрачный темный клип буквально переполнен известной символикой. Кроме того, в ролике присутствуют моменты, намекающие на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании оно оказалось довольно жутким и, возможно, пророческим. Режиссером-постановщиком нового клипа «Шамана» выступила Алина Верепя. Текст к песне «Вороны мои» Дронов написал самостоятельно. Это означает, что именно он вложил соответствующий смысл в реверс. Шаман лично работал над сценарием к видео, а также являлся его креативным продюсером. Содержание своей работы певец комментирует следующим образом. «Родные, я верю, что в душе любого человека есть воин света, которого постоянно одолевают силы тьмы, зловещие черные вороны наших грехов, разочарований и обид. Борьба добра и зла внутри нас продолжается всю жизнь, и каждый наш поступок, каждая мысль может решить исход этой вечной битвы. Бывают времена, когда кажется, что ночь длиннее дня, а мир вот-вот погрузится во тьму. Но что бы ни происходило и каким бы сильным ни было зло вокруг, добро обязательно победит. Добро всегда побеждает». Слова эти действительно правильные, вот только после просмотра клипа создается прямо противоположное ощущение. Мрачный видеоряд никак не ассоциируется с победой добра над злом. Не случайно подобран и момент выхода клипа. Именно 10 ноября началось отступление России из Херсона. Таким образом, своим клипом Дронов показывает, что жизни русских солдат якобы отданы во имя добра и правого дела. На первых секундах клипа в кадре появляется могильный крест на фоне хмурого неба. Следом мы видим лес, утопающий в тумане. Туман является символом неопределенности и силы, которая путает и скрывает истину от наблюдателя. Он также считается знаком присутствия потусторонних дьявольских сил. Камера перемещается в лесную чащу, где на засохшем дереве сидит черный ворон. Эта птица олицетворяет силы тьмы, о чем говорит и сам шаман в описании к клипу. Иногда с черным вороном ассоциируется сам дьявол. Ворон слетает с дерева и приземляется на торчащий из земли меч. Воткнутый меч означает окончание битвы. Тот факт, что на нем сидит черный ворон, показывает, что за любой войной стоят темные силы, в жертву которым приносятся человеческие жизни. Сами же люди искренне считают, что сражаются за правду, не замечая при этом своего истинного врага. Ворон показывается крупным планом, а затем его изображение резко сменяется на лицо шамана. Он открывает глаза, после чего камера начинает медленно отдаляться. Артист предстает в непривычном для себя образе. На его голове совсем нет волос, а испачканное землей лицо покрыто густой растительностью. Когда камера отдаляется, становится видно, что из земли торчит лишь одна голова Дронова. Этот момент дает отсылку к сказке Пушкина «Руслан и Людмила», одним из персонажей которой является огромная говорящая голова. По сюжету сказки она принадлежала Витязю, обманутому родным братом. Злодей подкрался к богатырю сзади и отсек ему голову. После этого жестокий колдун задержал в ней дух жизни, перенес побежденного брата в степь и заставил сторожить зловещий меч. Голова была обречена вести бесцельное существование, которое поддерживалось лишь желанием мести. В самом конце клипа мы видим десятки таких голов, которые торчат из земли. Вероятно, что они принадлежат воинам, погибшим на поле боя. Все они были обмануты и отправлены на верную смерть, став жертвами тех, кто играет ими, словно шахматными фигурами. Далее в клипе Дронов открывает рот, из которого вылетает стая черных воронов. Это показывает, что силы зла находятся внутри него и полностью его контролируют. Тут же шаман уже в привычном обличии отмахивается от летающих вокруг него птиц. Если присмотреться к движениям артиста, можно увидеть, что сначала он действительно закрывается и пытается отогнать воронов. Он словно противится злу и пытается бороться с ним. В конце же Дронов разводит руки в стороны и просто кружится вместе с птицами. Создается ощущение, что он покорился темным силам и слился с ними воедино. На следующих кадрах мы видим события, которые предшествовали всему показанному ранее. Ярослав в образе рыцаря идет по лесу с торчащими из груди стрелами.
Он осознает, что это последние минуты его жизни. Рядом с воином нет живых людей, а потому он вынужден умирать в полном одиночестве. Несмотря на то, что действие клипа происходит в глубокой древности, все показанное применимо и к нынешней ситуации в мире. Наши солдаты точно так же погибают на чужой земле, сражаясь за интересы тех, кто никогда лично не выйдет на поле боя. Во время припева вновь показывается шаман, кружащийся вместе с воронами посреди леса. Он двигается так, словно одержим демонами. Воин в это время падает на колени и закрывает глаза. Перед ним мелькают кадры прошедшей битвы, в которой люди безжалостно расправлялись друг с другом. Возможно, что только на пороге смерти рыцарь понял всю бессмысленность этой борьбы. Далее шаман в образе рыцаря падает на землю и умирает. Камера приближается к его лицу, оставляя в кадре один глаз – символ всевидящего ока. В своем интервью для «Комсомольской правды», которое состоялось вскоре после премьеры клипа, Ярослав Дронов сказал, что сложнее всего было отснять именно этот кадр. «Мы сделали около 20 дублей, и только один, 13-й, был самым удачным. Нам удалось добиться именно этого взгляда, как у мертвой рыбы». Таким образом, в своем интервью шаман, словно невзначай, делает акцент на любимом числе иллюминатов. Самой символичной является концовка клипа, которую многие почему-то воспринимают как победу добра над злом. С рукоятки меча слетает черный ворон, показывая тем самым, что это оружие дьявола. Сразу после этого Дронов в своем привычном облике вынимает из земли меч. Одетый во все черное, он идет по лесу в сторону тумана. В какой-то момент камера показывает его лицо крупным планом. Глаза артиста подсвечиваются, что свойственно вампирам и демоническим сущностям. Спустя пару секунд за спиной шамана появляются крылья, а сам он делает прыжок вверх. Певец комментирует этот момент следующим образом. В конце клипа я, как потомок этого воина, принял эстафету, взял в руки меч-кладенец. На моей шее находится крест предка, который передавался из поколения в поколение. И вот я стал ангелом света, это видно по белым крыльям, и полетел вершить дела праведные. Вот только одетый во все черное шаман с оружием в руках никак не ассоциируется с ангелом света, даже несмотря на его белые крылья. Скорее он напоминает Люцифера, скрывающего свою истинную сущность под личиной добра. Помимо всего перечисленного, в клипе присутствовали моменты с обратной перемоткой пленки, что указывает на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании песни шамана «Вороны мои» в обратную сторону нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов. Я в сосвиротах щодни щиргам он масеют шосси. А я стельзхэван им лысурбай азалхырхаз. А я дружил, не знаю, намуткурхав. Яменаров, то я телеоном отаны, Йорсель свяжился с зунацают. Анзун что ты ротах, он шанхирхнен шлюзы, бэнь мавсеют шосви. Из слов реверса становится понятно, что на Россию надвигается тень, а события в мире каким-то образом коснутся Белоруссии. В конце идет явный призыв к бегству. Кроме того, в очередной раз затрагивается тема сна и реальности, а также упоминается общество иллюминатов. Песня шамана «Вороны мои» в реверсе будет загружена на наш телеграм-канал и в группу ВКонтакте. Ссылки вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Пишите, что удалось разобрать вам. В целом в клипе, который позиционируется как манифест победы добра над злом, мы видим лишь смерть, одиночество, темноту и мрак. Шаман так и не отогнал черных воронов, после чего превратился в Люцифера и скрылся в тумане. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.